Всем здравствуйте! Это канал Темный сад, канал о повседневности, в который зачастую даже самые простые вещи требуют нестандартных решений. Меня зовут Света, тут сейчас появится Вова. У нас тут часики есть со спортивными функциями. Каждый день они предлагают закрывать так называемые кольца здоровья. Их 3 – это калории, минуты упражнений и количество часов с разминкой. Это когда нужно каждый час хотя бы минуту постоять и немного подвигаться. При закрытии этих колец в разных количествах и комбинациях получаешь ачивки, как в компьютерной игре. И в начале года часы выдают самое сложное испытание – закрыть все 3 кольца 7 дней подряд. В общем, решили мы в этом году пройти этот марафон и подумать, как при этом не помереть от скуки. И может ли чем-то помешать отсутствие зрения? Так что доставайте школьную форму. Оговорочка по Фрейду. Так что доставайте спортивную форму. Вообще мы стараемся по утрам делать зарядку, хотя по мне, может быть, этого и не скажешь, надо меньше пива пить, лол. Это разминка, упражнения на пресс и пара силовых упражнений. Самое сложное тут это то, что мы знаем достаточно мало упражнений, они быстро приедаются, становятся рутиной, и все сложнее заставить себя делать их каждое утро. Можно поискать в интернете, но мы не можем, например, посмотреть картинки или видео на YouTube. А из текстового описания не всегда понятно, как правильно выполнять упражнения. И даже те, которые мы знаем, возможно, мы делаем не совсем правильно. Сейчас пукну. Все нормальные люди, когда зарядку делают, музыку слушают там, например, а мы новости слушаем. Что ж, закончили с силовыми, переходим к кардио. У нас тут на складе-в спортзале есть беговая дорожка, велосипед. Велотренажер нам подарили Светины родители, а дорожку мы давно собирались купить и вот наконец купили. Теперь у нас больше разнообразия и кардиоупражнения мы можем делать одновременно. Один на велотренажере, другой на дорожке. Давай! Солнце еще высоко! Левой! Не знаю, нужно ли делать обзор на дорожку. Она не разговаривает, зато она пищит, и у нее есть физические кнопочки. Никаких сенсоров, как раз то, что нам нужно. На велотренажере тоже есть физическая крутилка, которая регулирует усилия. А параметры тренировки можно отследить по часам. Пара слов про часы. О том, почему мы выбрали именно Apple, можно вообще снимать отдельное видео. Но вкратце они разговаривают прямо из коробки. Хотя они, конечно, и стоят как крыло от Боинга. И вообще это Apple, то есть их приходится часто заряжать. А иногда вообще после какого-нибудь очередного обновления может что-нибудь отвалиться. Но с часами все равно интересней, потому что можно поставить цель тренировки, можно отслеживать калории, а не просто бесцельно тупо крутить педали. Пульс ниже нормы. 124 удара в минуту. Ваш вес 75 килограммов 400 граммов. Ну да, для моего роста многовато будет. Пивной рюкзачок. Мужички, спереди пивные рюкзачки. Очередной день нашего марафона, и сегодня мы решили провести его на лыжах. Мы в местечке под названием Ореховая горка взяли в аренду лыжи. Здесь у нас есть лыжня. Мы ее почти нашли. И дальше, я надеюсь, мы теперь как по рельсам по ней прокатимся. С прошлого года мы открыли для себя лыжи. Все оказалось не так страшно. Прямо возле города у нас есть место с лыжными трассами, где можно взять лыжи в аренду. Главное – добраться до нарезанной лыжни. В этом нам помогает наша помощница Настя. Сначала мы аккуратно едем на ее голос, а потом встаем в лыжню, как на рельсы, и можно катить. Хотя в этом году лыжня была какая-то неуверенная, и я постоянно с нее слетал. Спортсмены! Не догнать будет. И через полчаса спустя нам придется разуться и идти пешком, потому что в ту горку мы в прошлом году пытались на лыжах подняться, ничего не получилось. Пойдем пешком. А еще у нас в городе есть полноценный бассейн. 25 метров, несколько дорожек. Плыть можно, ориентируясь на канат, разделяющий дорожки, или на бортик. В последнее время, правда, он стал слишком популярным. Для нас, конечно, в идеале купаться на свободной от других посетителей дорожке.
Но застать свободную дорожку становится все труднее, и приходится ходить в бассейн или рано утром, или поздно вечером. Что ж, этих развлечений нам хватило, чтобы закрывать свои кольца 7 дней подряд. Это, конечно, не все, что можно делать у нас в городе. Прямо возле дома у нас есть стадион, еще нас звали на йогу, на танцы. Но об этом, может, как-нибудь в другой раз. Пишите в комментариях, каким спортом вы занимаетесь. А может, вы на работе проходите 10 тысяч шагов, и вам уже ничего не надо. Темный сад, Владимир, Света. Подписывайтесь. Будьте здоровы. Увидимся.